Наступает рассвет, и мы понимаем, что мы в пустыне. Это просто как на другой планете. Всего лишь сутки, и мы наконец-то здесь. Очень красиво, впечатляет. Действительно какие-то нереальные ощущения, как будто ты находишься на другой планете. Все фильмы про Марс снимали здесь. Настолько фантастический вид. Вид действительно фантастический, как на чужой планете. Это был просто Марс какой-то. Вот какие-то красные, вот марсианские горы и оазис. Обалденное место. Такое сочетание песчаных дюн и глиняных вот этих вот скал. Причем скалы очень твердые, и мы по ним карабкаемся на самый верх. А это вот песочек, дюны, по ним можно побегать. Иху! Очень хорошо, что не жарко, потому что с утра было очень сильно парило и было невозможно вылезти из тенька. А теперь вот мы гуляем, наматываем километры недохоженные в машинах. На улице в тени около 30 градусов, но это ладно, полбеды. Когда появляется солнце, все мгновенно начинает раскаляться. Если забраться в палатку, то, мне кажется, температура там раскаливает до 40-45 градусов, поэтому спать невозможно, это прям ад какой-то. Единственное место, где можно спастись от жары, это под машиной. Там проход. Буду делать вид, что ремонтирую тачку. Три колодца. Хватит, все, что? В пустыне, как известно, очень мало что можно найти, но обнаружив здесь деревья, мы были безумно счастливы. И саксаул нас очень выручает. Нам приготовили пару блюд и еще парочку. Вот шашлыки жарим. И еще сегодня днем приготовили
баранину шею с картошкой, с ноу-фудом. То есть это то, что мы довезли от озера спустя 3 дня. Мы решили увековечить себя в этом месте, поэтому клеим наклейку за неимением никаких поверхностей прямо на дерево. Мы хотели проехать нижней дорогой, которая более накатана, но вдруг выяснилось, что эта дорога ее засыпала песком, и шансов там проехать нет никаких. Будем подниматься наверх. Главное нам не упереться в огромнейший бархан, с которого мы спускались. Спуститься-то можно, а вот подняться навряд ли получится, потому что там около 50, что ли, метров мягкого песка. Картуля, да, маленький. Предположение, что мы пробили амортизатор. То есть, если он газовый, соответственно, либо газомасляный, то есть надо посмотреть, то есть он не протекает. Сейчас мы узнаем, какая разновидность амортизатора у нас здесь стоит на этом автомобиле. Ну и уже по итогам этой информации будем принимать решение о замене, либо, соответственно, продолжении дальше пути. Вот. Проблема в том, что машину на минимальной кочке колесо пробивает, и то есть мы царапаем расширитель по самому верху. Можно это снять, увидеть. Вот, соответственно, что это происходит. Вот эти вот потертости, вот оно сверху. Решили в монгольской деревне набрать воды в канистры и вдруг столкнулись со странной проблемой. Вода везде отключена, а директор водокачки уже ушел домой. Поэтому нигде, ни в одном магазине, ни в одном кафе нам ни литра воды не наливают. Поэтому сейчас мы попросим нашего гида съездить с тем человеком, который знает директора водокачки, куда-то к нему домой, привезти его, открыть водокачку, чтобы нам набрать воды. Без воды ехать дальше очень грустно. Поехали за директором водокачки. Который должен открыть водокачку, чтобы нам набрать воды. У него опять. Давай. Что, правда? Да. 1 литр воды стоит 200 тугриков. Ой-ой-ой, мы сегодня, похоже, расстанемся со всеми деньгами. Да. Какие продолжаются наши какие-то адские гонки по Монголии. Спим по 4-5 часов в сутки. Нужно добраться до Китая. Вот очередной раз встали по Новосибирску в 4 утра. Опять будем ехать, черт его знает сколько. Да проехать километров, наверное, 500 до китайской границы. Спать охота. Очень сильно.
Начались гонки в Китай. Мы ехали с самого раннего утра до позднего вечера. Мы доезжали до какой-нибудь точки, ложились спать, спали несколько часов, вставали, и все начиналось заново и заново и заново. Еще раз. Есть подозрение, что амортизатор вышел из строя. Как бы то ни было, едем дальше, потому что сейчас мы ничего поменять не можем. Хотя амортизатор у нас есть с собой. Надеюсь, дотянем до асфальтной дороги, которая уходит в Китай. Низ вариатора разобьет просто верхние сайлентблоки разобьет. Ну, у нас ступицу просто так не разобьет, то есть она не будет. В Таджикистане мы заправляемся из ведер, в Узбекистане сливаем солярку с иранских длинномеров, в Тибете где-то в высокогорных селах просим немножечко дизеля, и вот сейчас в каком-то отдаленном полузаброшенном монгольском селе нам, по большому блату, решили продать немножко дистоплива, прямо с рук. И первый раз она пошла так. Надо его позвать, чтобы он... Мы едем сейчас практически молча, затаив дыхание, и считаем каждый километр асфальта. Это означает, что мы не будем по 10 минут вот так вот бить машины об эти камни, проезжать промоины. Мы просто спокойно едем. Это забытое ощущение за последние 10 дней. Ехали, и тут асфальт быстренько закончился. Начались промоины, вообще поднялся жуткий ветер. Это не в ту сторону. Вот мы развернулись, дали круг, вот это место. И вот мы сейчас сюда съездили. Вот должна быть дорога. Вот она. Вот смотри, дорогы нету, пересекли с той стороны. Мы банально не можем найти дорогу, которая есть на навигации. Здесь она обозначена достаточно явно, но ее просто нет. Мы ходим по полям, ищем. Очень странно, потому что дорога, причем не второстепенная какая-то, достаточно серьезная дорога. Но ночью найти ее сложно. И мы поехали одни вперед искать дорогу, и в какой-то момент стало понятно, что едем мы уже по болоту. Машина стала проваливаться, и мы едва выскочили назад. Мы попали в Солончак, соответственно, и провалили вторую машину. Вот сейчас сначала вытащим Хайлюкса, а потом займемся уже 80-м. С виду дорога была нормальной, но наши машины, едва попав на эту почву, начали просто проваливаться. Это оказались солончаки. Вокруг не было ни одного человека, и мы отправили Вову утром к тому месту, где мы ночью видели какие-то два фонарика. Буквально через полчаса Вова вернулся уже с новостями. Впервые за 50 лет вся площадь вот этой степи здоровенной залита водой. То есть проехать нереально. Даже сами местные удивляются, говорят, что такая ситуация. То есть у нас было два варианта. Либо попытаться, тут есть дорога, да, она хорошая грязевская, но она промыта полностью. Есть дорога, которая идет в сторону вдоль границы. Она тоже вся размыта полностью, абсолютно. Изучи все окрестности нашей точки нашего стояния. Ага. Ну ладно, Коль, все, до связи. В самом авангарде шел Вова. И вдруг они увидели монгольского тракториста,
который начал рассказывать, как ехать дальше. Проблема заключалась в том, что тракторист говорил по-монгольски, а наш гид сидел в другой машине. Поэтому ребята протащили рацию к трактористу, и он по-монгольски по рации разговаривал с нашим гидом. Нам реально везет. Прошел жуткий ливень, сошли селевые потоки. Размыло дорогу, ту самую тонкую ниточку, по которой мы планировали пробраться. Теперь все планы идут кувырком. Что делать, пока непонятно. Вот мы сейчас даже в центре села, и здесь, вообще на центральной улице, все течет из-за вчерашнего ливня. Он сказал, вот тут, вот так вот мы приезжаем, и где-то вот тут, вот с этой точки, он говорит, идет дорога. Все? Ну, а здесь как там уже, а тут я не знаю. Где-то, да, вот это посередине этими. ЦЦ, да, он говорил, вот так вот, 18. Еще 30. Вов, где это 30? Он сказал, вот тут, вот так вот мы приезжаем, и где-то вот тут, вот с этой точки, он говорит, идет дорога. И вот спустя 400 километров после невероятной борьбы по монгольскому бездорожью мы встречаем его. Это асфальт. Сбылось то, что я даже уже не чаял. Да ты что? Да. И вот вдруг на ровном месте радость. Это асфальт? Это асфальт, Жанна, потрогай, я не уверен. Это асфальт? А ты такой голодный. Может, не он? Блин, Точно Жанна. он. Это асфальт. Люди в городе даже не представляют, с каким счастьем рядом они живут. Они живут рядом с асфальтом. Это правда, это счастье. Будем ехать тихо и радоваться только, чтобы он никуда не пропал. Я сейчас слово асфальт вслух запрещено произносить, чтобы не сглазить, чтобы не прогневить бога асфальта. Последние несколько дней по Монголии были какими-то сумасшедшими гонками. Спали мы сначала по 5 часов, потом по 4, и последние 2 дня по 2 часа в сутки. Мы преодолевали какие-то сумасшедшие расстояния по совершенно разбитым дорогам. И вот, очень сильно постаравшись, мы наконец добрались до китайской границы. За мной КПП. Он откроется через 1,5 часа, и если все нормально, то мы совсем скоро окажемся в Китае. В Монголии мы обнаружили целых 3 города, которые называются Алтай. Сейчас мы должны пересечь границу с Китаем, и догадайтесь, куда мы поедем. Мы опять поедем в Алтай, но в этот раз уже в китайский. Нас очень серьезно досматривали, вытаскивали все вещи, каждый подшипничек, прям разрезали упаковку, щупали. Едва не обнаружили книгу с ликом Далай-ламы. Это была бы очень большая проблема, но, к счастью, это оказался какой-то другой лама. Поэтому все-таки книгу пропустили.
заставили открыть ноутбуки, проверили флешки. В общем, был очень-очень-очень серьезный досмотр. Но спустя несколько часов мы его прошли и заехали на территорию Китайской Народной Республики. Таможенные документы не смогли быть оформлены, и мы застряли в маленьком провинциальном городке Тайкишкен почти на 2 дня. Из достопримечательностей там 2 ресторана и 1 магазин, который мы, естественно, очень быстро исследовали. Заняться было совершенно нечем. Али, дорогой! Вы сами Подружились с семьей, держащей один из ресторанов, и практически поселились там. Мы даже научились играть в маджонг, настоящий китайский стол с маджонгом. Но у нас не было другого выбора, делать было совершенно нечего. Теперь начинаем играть, Мы, наконец, отправляемся в городок Алтай делать права, номера и мчаться вперед в город Урумчи, где нас ждет Игореха. Отправляемся наконец-то в то самое место, где будем делать уже права, техосмотр и прочие формальности. Нужно будет только убрать с наших машин антенны, поскольку рации запрещены. Возможно, придется отвинтить большой свет, который мы поставили на крышу машины, он тоже не согласован. Мы в китайском ГАИ, как всегда, приходится снимать тайно, потому что Китай страна очень строгая. Сейчас Али бегает с нашими документами. Надеемся, что мы опять на весь день не зависим. Вроде как все уже близко-близко к готовности. Вот, поэтому кроме прав еще надо сделать техосмотр. Тут, я думаю, будет веселее. Придется снимать много чего с машин. Делать задний свет, делать ближний свет, отключать рации. Будем делать. У нас другого выхода-то нет. Which one in this number is engine number? Engine. This, you see, now we don't have engine number, we just have the VIN number, and that's all. So there is no engine number anymore in the registration document. Really? Yeah. Они сломают нам машину, а рядом водитель садится, помните? Китайский техосмотр – мечта. Может быть, все и получится сделать на халявку с негорящими задними фарами и передним светом. Все, но вроде вот это вверх-вниз, то есть это пролезло, не знаю, то есть что он, я думал, То есть, все-таки есть надежда, что он не заметил подлога, да? Ну да, то есть он вот тут тыкал, все, то есть вроде поворотники работают, то есть свет вроде есть, все, то есть и говорит, все, то есть тут направление есть. Сверяем рам-номер, как нам сказали, номер шасси. Где-то вот там должен быть закопан под слоем грязи, и сейчас нам нужно его откопать. Оказывается, чтобы вот эту вот бумажку приклеить на раму, нужно заплатить еще 200 юаней. Это дорогие бумажки в Китае. Очень дорогие бумажки. Леса мало, видишь. Говорят, нас сейчас будут фотать, чтобы доказать, что мы действительно были здесь, и нам могли уже финальные документики выдать. Сейчас развернусь, ребята уже сфотали.
Теперь моя очередь. Один день у нас ушел на прохождение техосмотра. Целый день мы маялись, но, слава богу, с этим закончили. И вечером в торжественной обстановке нам вручили права. Устали уже. Хорошо, хоть китайские правоохранительные органы нам дали воды попить, что было очень удивительно. Лучше в нашем БГАИ они нам точно бы не дали водички. Может, номера все-таки дадут, а не воду? Хотелось бы сегодня уже двинуться в сторону Урумчи. Сегодня у нас был почти продуктивный день. С самого раннего утра к открытию мы приехали в местное ГАИ для того, чтобы получить китайские права, технический осмотр и номера на машину. Все было хорошо, мы в конце концов получили и ТО, и права. И вот в самом конце уже, когда нам должны были дать номера, китайские номера, которые должны мы будем поставить на стекло, произошла вот такая вот заминка, и номера нам, собственно, не дали. Но мы сказали нашему гиду, что мы не будем больше в этом городе сидеть, и убедили его. Поэтому сейчас отправляемся без номеров в Урумчи, это где-то 700 километров. И если все пойдет по плану, то эти номера должны будут получить завтра за нас представители компании и прислать нам уже туда самолетом. В любом случае, сейчас 9 часов вечера, отправляемся. Перед нами 700 километров пути до города Урумчи. 你好，请35元。你好。收您100次稍等。保证65，请收好票款。祝平安，再见。再见。 Ваши ощущения от езды по пробкам? 5 утра, мы едем в Урумчи. Расскажите в двух словах. Такое ощущение, что эта пробка до самого Урумчи еще 100 километров. Всю ночь мы едем в Урумчи, и в какой-то момент мы понимаем, что движение становится все более плотным, появляется больше грузовиков. Мы едем все медленнее, 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 и в какой-то момент уже под самое утро мы останавливаемся. Все, пробка дальше никуда не движется. Пробка на Пермском шоссе просто детский утренник. Время 6 утра, и мы встали в пробки на дорогу до Урумчи. Первые километров 20 мы ехали, а сейчас все грузовики просто остановились. И непонятно, как мы поедем дальше. Даже двигатели заглушили, ничего не движется.